Мы с моей мамой Зинаидой и со свекровью Лаурочкой Ашотовной продолжаем готовить наш новогодний ужин. Да, с ее подружкой. На самом деле, еще пару дней назад мы засолили селедку, потому что селедки нормальной. Вот после того, как ввели санкции, реально появилось много классных продуктов. Появились устрицы, креветки, лобстеры какие-то новые, дешевле, чем те, которые были до них. Крабов куча. Селедки нормальной не появилось до сих пор. Я нигде не могу найти селедку, чтобы она была не пересоленная, вкусная, в меру жирная. Если кто-то знает где, подскажите мне, пожалуйста. Поэтому мы солим ее сами. Мы для этого берем лавровый лист, вот такие семена укропа, которые незаменимы в соленьях и при варке раков, и с селедкой. Мы берем душистый перец на глазок, такой перец на глазок и, конечно, соль. Наши ребята вам потом в конце ролика титрами напишут, чего сколько. Напишите? Напишут. Пока так на глазок, вот большую ложку соли и воду. Ставим все это на огонь. Все это должно вскипеть. И должен получиться такой бульон для засолки. Бульон для засолки. Потом мы укладываем в такую банку селедку. И когда у нас будет готов рассол, мы этим рассолом селедку заливаем, закрываем банку и куда-нибудь прячем. Например, в холодильник, если у кого-то есть погреб. У нас вот там под лестницей его не видно, но, в общем, там у нас небольшой погреб. Можно на балкон, если он застекленный, и там не мороз. И она стоит, ну, хотя бы дня 2 постоит. Надо это сделать заранее, чтобы потом можно было делать вкусную селедку под шубой. Пока мы солили селедку, парни тут мои СММщики очень удивились, где я беру селедку. Значит, селедка сырая, мороженая, свежая, берется где угодно. В интернете забивайте просто в Яндексе. Селедка или сельдь. Мороженая, свежая, не соленая. Вы ее покупаете и дальше солите сами. Стоит она... Ну, очень дешево она стоит, я точно не скажу. Ну, например, 150 рублей, например. Может вам обойтись эта селедка, а может даже и меньше. После того, как мы ее засолили, мы ее чистим. Это не все любят, но делать это надо. Чистим, очищаем от костей и превращаем вот в такие маленькие вкусные нарезанные селедочки. Овощи мы не варим, а мы печем, потому что печеные полезнее и вкуснее, чем вареные. И дальше моя свекровь будет их чистить и натирать на терке. А мама будет яйцерезкой измельчать яйца. Причем, поскольку, мам, ты помнишь, что это на селедку под шубой, тебе нужно пару яиц оставить отдельно, отделить белки и желтки. Потому что желтки мы потом на маленькую-маленькую-маленькую терочку превратим в такую крошечку, которая наша селедка под шубой будет красиво сверху покрыта, как будто бы это мимоза. Теперь самое красивое. Уже мне мама моя и свекровь здесь не нужны, они меня просто развлекают. Я раскладываю, собственно, селедку под шубой. Мы очень любим селедку и не очень любим овощи, к сожалению. Поэтому селедку мы кладем не в один слой, как обычно, а в 2. Вниз мы укладываем селедку. На нее мы выкладываем свеклу. Сейчас все, наверное, будут возмущены, но свеклу я солю. Потому что слишком сладкая свекла, она не очень вкусная по мне. И селедка ее не вполне спасает. Поэтому вот так мы чуть-чуть присаливаем свеклу, чтобы она была вкуснее. Свекровь меня возмущается, почему мы не поем. Она говорит, когда готовишь, надо петь. Ну, запевайте. У меня ни слуха, ни голоса. А вы знаменитая актриса. У меня ни слуха, ни голоса. Прекрати. Я вас умоляю. У меня много других достоинств. Я готовлю хорошо. Да. Детей рожаю неплохо. Телеканалом руковожу кое-как. Но слуха и голоса у меня нет. Самого главного есть и голос. Самого главного нет. Слуха и голос. Да. Вот поверх свеклы мы уложили натертую картошку. Картошка, чтобы мы не очень сильно растолстели, хотя это вряд ли, но мы постараемся. Мы ее укладываем тоненьким слоем. И сверху опять нашу домашнюю, собственноручно посоленную
селедочку. Что я делаю не так? Все правильно. Это она просто вас стесняется. Так, уложили селедку. И после селедки укладываем таким же красивым слоем морковку. Запеченную, натертую морковку. Ну что вы не поете, Лаура Шутна? Что-нибудь на армянском. Я уже давно не пою. Ну, когда-то ж пели. Ну, когда? Когда Ну, молодая была. То есть с другой невесткой вы пели, Поет да? наша Зинаида. Вообще очень хорошо. Мама, запевай. Я пою грустные армянские песни. Ну, Мне спой грустную новогодние. армянскую песню Очень хорошо. под селедочку, Поет под шубой. веселые русские песни тоже. Представляю, сейчас под Новый год затянуть Делиаман. Давай. Под Так, морковку, селедочку. пока они разбираются, что они собираются петь, морковку мы немножко тоже присолим, потому что она тоже иначе слишком сладкая. Дальше. Вот мама меня спросила, а где же лук? На самом деле я не люблю обычный лук в селедке под шубой. Я делаю вот такой мелко нарезанный, красивый зеленый лук. Вот мы посыпаем. Из лука у нас получается луг. Ты поешь, мам? Неужели я вслух запела? Да. Она так часто Я делает. пою внутри. Соседи думают, что она сумасшедшая. Она ходит по улицам молча, а потом вдруг у нее вырывается какой-то огрызок музыкальной фразы. Там косили и дальше. Очень смешно. Боюсь, нас скоро отсюда выселят. Дальше. Яйца. Точнее, не яйца, а яичные белки. Тоже красивым слоем мы укладываем. Не забываем. Вот здесь вот все. Наверное, когда это будут монтировать, все это ускорят, иначе это очень долго и нудно. Но, понимаете, из песни слов не выкинешь, как бы мама не пыталась это сделать. И приходится доделать все до конца. После того, как мы уложили белки, никакой, Лаурочка Ашотовна, не желток, а... Я не знаю, я первый раз вижу, Я как говорю, готовят. ну, я делаю сначала майонез, а потом желток. Точно. Знаешь, мы так давно не готовили сами, А я что уже вообще забывается. Никогда не готовлю. Конечно, у вас есть я. Укладываем поверх яиц майонез и аккуратно его разравниваем. Конечно, эта вся история должна постоять для того, чтобы майонез немножко впитался и вообще все вкусы хоть чуть-чуть проникли один в другой, иначе это будет не селедка под шубой, а салат. Все, после того, как мы аккуратно разровняли майонез по всей поверхности нашего блюда, мы делаем его красивым. Для этого желтки мы просто вот так вот рассыпаем. Вкуса в них немного, хотя есть, а красоты достаточно. Вот и все. Селедка под шубой тоже готова. Хорошее настроение не покинет больше вас. Это последний штрих к селедке под шубой. Это она еще не пила.